Если у вас в холодильнике только один кабачок и 3 картошки, для вкусного ужина больше ничего и не нужно. Все на одной сковороде, без возни и без духовки, без танцев с бубнами. Просто натереть, смешать, обжарить и можно есть. Друзья, все так просто и очень вкусно. Даже мой муж в полном восторге. Он никогда бы не подумал, что кабачки с картошкой могут быть вкуснее мяса. Я натерла кабачок, перекладываю его в миску и точно так же натираю 3 средних картофелины. Готовьте сразу двойную порцию, потому что это не просто вкусно, а очень вкусно. И напишите в комментариях, откуда вы меня смотрите. Может быть, следующий рецепт я приготовлю, вдохновившись вашей кухней. Также очень быстро натерли картошку и тоже отправляю ее в миску к кабачку. Посмотрите, какие свежие сочные овощи. Добавляю немного соли, буквально пару щепоток. И теперь вот так, 2 вилочками все хорошо смешаю. Перемешаем кабачки с картошкой и оставим минут на 5-10, чтобы овощи пустили сок. Благодаря соли выделится много сока. Так, отставим в сторонку. А пока ставим разогреваться сковородку. Буквально капля растительного масла. И пока греется масло, быстренько нарежем лук. Каждый раз покупаю кабачки и забываю, что я хотела из них приготовить. Они просто лежат в углу холодильника и ждут своего часа. Разогрелась сковорода, я отправляю лук и обжариваю буквально 5 минут на среднем огне. Овощи уже постояли. Теперь набираем полную горсть тертой картошки с кабачком и вот так хорошенько сжимаем руками, отжимаем из них сок как можно лучше. Чем больше сока отожмем, тем лучше получатся оладьи, они будут лучше держать форму. И отжатые овощи перекладываю в чистую миску. То же самое проделаем со всеми остальными овощами тертыми. Посмотрите, сколько много сока, очень сочный. Очень вкусные летние овощи, обязательно готовьте, это не только вкусно, но еще и полезно. Тем временем лук обжарился, добавляю обжаренный лук в миску к овощам. И давайте приправим по вкусу любые ваши любимые специи. У меня здесь сушеный чеснок, где-то пол чайных ложки, а также итальянские травы или сушеная петрушка. На ваш вкус я тоже добавляю где-то пол чайных ложки. И, конечно, соль, черный перец добавляйте по вкусу. Аромат уже стоит просто потрясающий. Сюда же разбиваем 1 яйцо, чтобы тесто у нас, картофельная масса с кабачком, хорошо держала форму. И вот так вот хорошо перемешиваем при помощи ложки. Сюда же добавляю где-то 2-3 столовых ложки муки. И еще раз хорошо перемешаем. Посмотрите, какая нежная получается овощная масса. Из нее получатся очень вкусные оладьи. В другую миску я разбиваю 2 яйца. Нам нужно разбить эти яйца отдельно. Сейчас, чуть позже узнаете для чего. Буквально щепотка соли. И вилочкой или венчиком хорошо смешиваем яйца буквально до однородности. Слишком сильно перемешивать не нужно. Сразу же ставим разогреваться сковородку с растительным маслом. Можете жарить на сливочном масле или на топленом. И выкладываю сюда нашу кабачково-картофельную массу. У меня получается из нее 3 крупных таких оладьи, может быть даже 4 штуки может получиться. И немножко теста я оставляю для того, чтобы сверху потом запечатать наши оладьи, когда мы добавим сюда начинку. Теперь при помощи обычной ложки берем и делаем вот такие вот небольшие углубления, не до самого дна. Также мне нужен сыр, любой сыр, который хорошо плавится. Возьмите то, что у вас есть под рукой. У меня вот такой вот чеддер. Это может быть гауда, моцарелла или то, что у вас найдется. И буквально по горсточке сыра кладем в каждое гнездо. И выливаем сверху буквально по 1-2 столовых ложки яйца. Посмотрите, вот так вот.
Очень вкусно получится, друзья, обязательно приготовьте. А сверху я закрываю картофельно-кабачковой массой, еще буквально по одной ложке. И хорошенько запечатываем оладьи, чтобы начинка, яйца с сыром оказались внутри. Вы не представляете, насколько нежно и вкусно получается, поэтому сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями, обязательно приготовьте. В миске смешиваю 2-3 столовых ложки йогурта или сметаны, буквально щепотка паприки. У меня копченая паприка. Попробуйте такой соус, он просто невероятный. С копченой паприкой это просто божественно. И сюда же тру зубчик чеснока. Отжимаю сюда, выжимаю ломтик лимона, где-то чайная ложка. И не забываем про наши оладьи. Посмотрите, они уже практически готовы. Давайте перевернем. Это просто нереально вкусно и красиво. Оставим их еще минут 5 на среднем огне. И пока они жарятся, быстренько нарежем зеленый лук. Можете взять любую другую зелень, укроп тоже идеально подойдет. Готово. Щепотку зеленого лука добавляем в соус. Осталось только все хорошо перемешать. Раз-два, и вкусный соус, идеальный к кабачкам с картошкой, готов. А у нас уже все готово, только посмотрите, какие красавцы получились. Быстро, просто и очень вкусно. Хрустящие, золотистые, с начинкой. Просто пальчики оближешь. Обожаю этот момент, когда кухня наполнена таким теплым домашним ароматом. Можно уже всех звать к столу, а можно съесть все самой, я никому не скажу. Давайте разрежем и посмотрим, какие они внутри. Посмотрите, такая хрустящая, аппетитная, золотистая корочка, а внутри такие мягкие и нежные, ну просто тают во рту. Поделитесь рецептом с друзьями и приятного аппетита!